Вот такое вот количество опилок. Обошелся еще один винт, вот этот вот. То есть что-то у нас с картера пролетело и зацепило немного поршень. Всем привет! Сегодня мы разберем данную бензопилу, посмотрим, в каком состоянии у нее поршневая группа. Напоминаю, я работал на пропорции 1 к 50, то есть 20 мл на литр, хотя производитель рекомендует лить 1 к 25, то есть 40 мл на литр. Это был такой эксперимент, я ей отработал, последние 2 недели работал, пилил дрова. Вот, и давайте разберем, посмотрим и заодно отвечу на вопрос, возможно ли работать на китайской технике в пропорции 1 к 50. Скину шину и цепь, чтобы не мешало. Так, это убрали. Сейчас скинем пластик. Так, воздушный фильтр. Кстати, литье пластика. В процессе разборки заодно посмотрим, какие есть у нее косяки по сборке. Возможно, какие-то дефекты. Это все мы увидим. Вот, кстати, наглядный пример, как справляется воздушный фильтр. Я думаю, видно количество опилок, которые уже летят в поршневую. Снимаем колпачок. Свечу, кстати, я поставил уже другую, потому что родная отказалась работать. Поэтому здесь у меня стоит свеча Bosch. Вот такая вот R10. Вот такой вот у нас электрод коричневый. То есть смесь у нас правильная. Так. Так, снимаем крышку. Так. Скидываем тягу. Снимаем резиновую вот такую вот заглушку всех винтов. Теперь откручиваем карбюратор. Вот, кстати, можно посмотреть поближе. Вот такое вот количество опилок. Вот такие вот китайские фильтра. Так. Снимаем шланги. Так. Тягу и снимаем праймер. Вот такой вот карбюратор. Вот такая вот фирма неизвестная. Дальше снимаем вот такое вот бронзовое кольцо. Так, теперь нам нужно снять пластиковую проставку.
теперь аккуратно снимаем прокладку. Ну а теперь нам нужно открутить теплоизолятор. Здесь у нас один винт. Откручиваем. Шланчик пропускаем назад. Чуть не забыл, здесь у нас еще второй винт. Откручиваем его тоже. И теперь аккуратно снимаем. Ну а теперь нам нужно открутить глушитель. Он у нас крепится на двух винтах и две шпильки. Обошелся еще один винт, вот этот вот. Сейчас буду пытаться как-то его выкрутить. В общем-то, достал я этот винт, но он, к сожалению, обломался. Ну что, момент истины. Снимаем цилиндр и смотрим, в каком состоянии поршневая группа при использовании топливной смеси 1 к 50. Вот такое вот состояние цилиндра. Здесь у нас имеется небольшое количество нагара. На перепускных каналах мы можем видеть опилки. Это как раз таки то, что летело через карбюратор. Выпускное окно у нас в масле. Вот здесь вот это очень хорошо видно. Ну и теперь сам поршень. Вот такое вот состояние. Поршень у нас в масле. Немного потерт, но это опять же таки из-за того, что летела пыль. Вот такое вот количество нагара образовалось за эти 2 недели. Со стороны выхлопа у нас имеется маленький такой задирчик до кольца. То есть что-то у нас с картера пролетело и зацепило немного поршень. С маслом это никак не связано. Ну и собственно состояние картера. Это у нас все опилки, которые летели через воздушный фильтр. Ну, собственно, вот такое вот состояние поршневой. Как я и говорил в прошлых видео, на китайских пилах можно использовать пропорцию 1 к 50, если вы используете качественные масла. Там, к примеру, Husqvarna, Stihl, Oleomac.
Вот. В таких случаях мы ориентируемся на пропорции, которые указаны именно на этих маслах, а не на вот эти вот пропорции, которые указывает нам китайский производитель, потому что они ориентируются на дешевые низкокачественные масла. Ну а теперь по поводу фильтров. Как вы видите, фильтр вообще не справляется, то есть пыль вся летит в поршневую, и здесь уже у нас образовалось вот такое вот количество опилок. Со временем, конечно же, эти опилки сотрут юбку поршня, подотрут кольца, сотрут также покрытие на цилиндре, и пила очень быстро выйдет из строя. Поэтому с этим нужно что-то делать. Дорабатывать фильтр, либо ставить какой-либо другой. Ну, собственно, вот такой вот эксперимент. Какое соотношение масла к бензину использовать в своем бензоинструменте, решать, конечно же, только вам. Я лишь показал, что при использовании качественного масла, на котором указана пропорция 1 к 50, то есть 20 мл на литр, можно использовать в китайском бензоинструменте, и с ним ничего не будет. Ну а что вы об этом думаете, пишите в комментариях. А у меня на этом все. Всем пока.